Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Lydia Sweets. И сегодня я хочу с вами приготовить очень вкусный, невероятно нежный торт-сметанник. Вы меня просили об этом. Сегодня с вами делюсь этим замечательным рецептом. Получается очень нежный, ароматный, в меру сладкий. Обязательно сохраняйте рецепт и приготовьте. Уверена, что вам очень понравится. И готовится из доступных продуктов, которые есть у всех. Я всем вам желаю удачи на кухне. Пока приготовим тесто, в миску отправляем одно яйцо, 2/3 стакана сахарного песка, у меня вместимостью 250 мл, и все хорошо перемешиваю венчиком до однородности. Взбивать ничего не нужно, главное все просто перемешать. Затем добавляем 1 стакан сметаны, у меня 30% жирности, вы можете использовать также и 25% жирности. Добавляем 1 чайную ложку соду, щепотку соли и 2 чайные ложки яблочного уксуса. Произойдет активная реакция, все хорошо перемешиваем венчиком до однородности. У нас должна получиться гладкая, нежная масса без комочков. Вот такая. И поэтапно будем вводить муку. Нам понадобится пшеничной муки ориентировочно 600 либо 650 граммов. У меня обязательно просеянная минимум 1 раз. Замешиваем тесто на первых порах с помощью ложки. И затем по необходимости подсыпаем муку и уже замешиваем тесто руками. Собираем тесто в один комочек. У нас должно тесто хорошо собраться вот в такой комочек. Хорошо отходить от рук и не липнуть к рукам. Скатываем его в шар и уберем в миску под закрытую крышку буквально на 20-30 минут. Отдохнуть при комнатной температуре. Пока у нас тесто будет отдыхать, приготовим крем. Для крема нам понадобится 800 граммов сметаны, у меня жирностью 30%, 200 граммов сахарной пудры и 1 пакетик ванилина, либо 5 или 10 граммов ванильного сахара. Все хорошо перемешиваем венчиком, у нас получится вот такая жидковатая, но гладкая масса, очень вкусный крем. Пока убираем его в холодильник. Спустя время, когда тесто отдохнуло, посмотрите, какое оно стало еще мягче. Вот такое оно у нас должно получиться, очень приятное. И сейчас мы будем его скатывать в жгут, примерно с толщиной колбаски, и будем делить на кусочки. Если у вас тесто слишком сильно липнет к рукам либо к столу, можете слегка посыпать мукой, но не рекомендую забивать вам мукой слишком тесто, потому что иначе оно получится жестковатое. Скатали его в жгут и делим на 12 кусочков. У меня масса теста получилась 1115 граммов, делим на 12, каждый шарик у нас выйдет по 90-93 грамма. Скатываем каждый кусочек в шар и выкладываем на тарелочку. После накрываем обязательно пленкой, чтобы у нас тесто не заветривалось. Выкладываем на отдельную тарелочку, накрываем пленкой и по необходимости будем брать каждый шарик и раскатывать. Если у вас тесто будет слишком сильно липнуть к рабочей поверхности, то можете слегка подсыпать муки, либо сразу раскатывать на пергаменте, также подсыпанной мукой. Так будет гораздо проще. Так как у меня немного стало липнуть тесто к столу, я решила раскатывать его на пергаментной бумаге. Так очень удобно. Раскатываем каждый шарик в тонкий пласт, по возможности как можно тоньше, но не слишком, как папирус, иначе слишком получатся хрупкие коржи. Также вырезаю каждый корж диаметром примерно 20 сантиметров. У меня есть вот такое дно от формы. И также прокалываем вилочкой. И отправляем на противень выпекаться в разогретую духовку при 180 градусах примерно 6-7 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Главное, коржи не перепечь, они должны пропечься, подрумяниться, но при этом не быть слишком сухими. Потому что по мере того, как они остынут, они, естественно, затвердеют. И готовые коржи выкладываем на противень, либо отдельную тарелку, и также обрезки выкладываем в отдельную миску, они нам понадобятся для обсыпки. Посмотрите, какие коржи у нас получаются. Вот такое вот оно нежное, но прекрасно пропеклось и имеет очень хороший цвет. Если вы не вырезали сразу корж диаметром 20 сантиметров, то вы можете сделать это сразу после выпекания, но никак после того, как тесто остынет. Потому что если вы будете вырезать корж, когда он уже полностью остыл, то он может у вас просто сломаться, потому что они очень нежные и хрупкие. Поэтому я предпочитаю сразу вырезать, пока тесто сырое. Так проделываем со всеми остальными коржами. Раскатываем, прокалываем вилочками и выпекаем. Последующие коржи выпекаются примерно по 4-5 минут, достаточно быстро.
Вот такая стопочка коржей у нас замечательно получилась, с равномерным цветом и также обрезки. Обрезки мы будем использовать для обсыпки, поэтому пока у нас коржи остывают, мы можем измельчить их в измельчителе, либо в блендере. И если вы считаете, что у вас обсыпки не хватит, можно добавить немного печенья. У меня оставалось от предыдущей выпечки, поэтому я решила их смешать. Тоже получается очень ароматно и вкусно. Выкладываем в отдельную миску обрезки, нашу обсыпку будущую, и также у нас уже хорошо стабилизировался крем. Если у вас крем получается слишком жидкий, можете добавить немножко загустителя, либо предварительно за 4 часа до приготовления можете отвесить сметану на марле. Так лишняя сыворотка стечет, и у вас получится очень хорошая текстура сметаны, напоминающая по текстуре маскарпоне сыр, и с ней будет гораздо комфортнее работать. Можно приступить к сборке торта. Смазываю немного сервировочную тарелку кремом, чтобы у нас торт не гулял. Выкладываем корж, выкладываем крем. Обязательно ставьте немножко крема для того, чтобы его сверху в дальнейшем смазать и также по краям выровнять. И смазываем, аккуратненько разравниваем крем. У нас получится очень вкусно. Я люблю, когда сметанник достаточно пропитанный, не сухой, поэтому я выкладываю достаточно хорошим слоем крем и смазываю каждый корж. Так проделываю со всеми остальными коржами. Сборку тортика завершаем обмазыванием по краям ранее отложенным кремом. Также заполняем все пустоты и пробелы и хорошо и обильно смазываем сверху. Отправляю для стабилизации на 30-40 минут в холодильник, либо можно в морозильную камеру. Спустя время тортик уже хорошо стабилизировался, и можно приступать дальше к обсыпке крошки. Также обсыпаем обильно по краям и сверху. Остатки крошки смахиваем кисточкой и также аккуратно протираем бортики тарелки. И у нас уже практически тортик готов. Я люблю, когда торт настаивается в холодильнике на протяжении всей ночи. Можете его оставить пропитаться на 4 часа хотя бы минимум, либо на всю ночь, как это сделаю я. Отправляем его в холодильник, будем пробовать и украшать на утро. На утро следующего дня тортик прекрасно стабилизировался, очень хорошо настоялся, и осталось только его украсить. Украсить можете абсолютно как вам больше нравится. У меня оставались консервированные персики, поэтому решила разрезать их напополам, и также приготовила дополнительно крем на основе сливок, сахарной пудры и сыра маскарпоне, потому что данный крем очень хорошо держит форму. Использую насадку «Закрытая звезда», выкладываем крем, и у нас получаются вот такие очаровательные лепесточки. Также решила сверху украсить их еще шоколадными лепестками. Немножко смазала растительным маслом, чтобы придать красивый глянец. И все, сборка и украшение нашего тортика завершено. Можно подавать на стол. Очень получается нежный, очень вкусный, невероятно просто нежный торт. Всем рекомендую вам его приготовить и обязательно попробовать. Готовится очень легко и достаточно быстро, без всяких заморочек. А главное, из доступных продуктов, которые есть абсолютно у каждого в доме. Обязательно сохраняйте рецепт, приготовьте, уверена, что он вам очень понравится. Пишите реакции в комментариях, буду вам очень признательна. Подписывайтесь на канал. Тяните пальчик вверх, если вам понравилось видео и рецепт. А я с вами не прощаюсь. И до скорой встречи на моем канале Lydia Sweets. Подписывайтесь, здесь будет еще очень много всего вкусного, интересного и самые проверенные рецепты. И всем пока-пока!